Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы мая. Что есть переменные на пороге? И правда, перемены, они нам как будто даже планетарно обещаются. И уже с первых дней месяца мая мы прочувствуем совершенно другую энергетику. Обусловлено это Марсом в Овне, который благоприятствует решительным более действиям. А также еще в Овне будет Меркурий до 15 числа. И именно Меркурий вносит больше ясности, определенности. Весь апрель месяц он был в ретро-движении, и какая-то путаница могла создаться, или ложная информация, что-то становилось на паузу. Помимо этого, Венера в вашем знаке, мои дорогие тельцы, и она наиболее комфортно чувствует в вашем знаке себя, и поэтому какие-то вопросы, которые касаются финансовых решений, денег или любви, мои дорогие тельцы, взаимоотношений, личной жизни, здесь как новый период возможностей. Ну, пожалуй, основная конфигурация, которая создалась или состоялась 21 апреля, это в вашем знаке зодиака произошло соединение двух важных планет Уран и Юпитер. И это как новая точка отсчета. Это не есть одна какая-то дата или один день, но это сама по себе смена парадигмы на последующие перемены. Это своеобразный трамплин, как старт в будущее, как в благополучие собственное для каждого из нас. Это период мая, настоящий поворотный момент, который и от нас-то потребует и гибкости, и адаптации как к какой-то информации, к обстоятельствам, к новым условиям или каким-то новостям. И вот у нас сегодня две колоды карт. И старинный пасьянс, который у меня уже много десятилетий, мне его когда-то подарила мама, я еще в ту пору была дальше далекого вообще от каких-то карт. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Я знаю, что раньше у меня, кто меня давно смотрит на канале, у меня были такие пасьянсы, и периодически мне пишут: возобновите, верните. Вот давайте в этом видео посмотрим, что нам подскажут как раз карты пасьянса. И посмотрим на колоде Таро, достанем дополнительные карты, немножко конкретизируем. Конечно, будем реалистами, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы сумеем переложить на метафору карт, а как раз цыганский пасьянс – это и есть метафора. И больше событийный ряд, нежели раскрывает наши психологические аспекты. Но какие-то подсказки, я надеюсь, будут. Или мы с вами проведем приятное время, мои дорогие тельцы. Что же для вас неожиданности и сюрпризы в мае месяце? Для вас, правда, неожиданности и сюрпризы могут быть. Хотя, должна сказать, для нас доброе время, доброе небо планетарно. Для всех знаков зодиака, для себя что-то сделать очень хорошее. Ну вот как видят. Первая карта пасьянса, мои дорогие тельцы, май месяц. Будем смотреть. И вы смотрите, если я вдруг что-то могу прошляпить. Пока не вижу соединение значений. Но мы идем дальше. Знаете как? Вы как будто ждете либо документа, либо каких-то согласований. О чем-то вы переживаете. И я не могу сказать, что это, ну, как что-то глобально. Это именно внутренняя тяжесть. Вот это значение цепи, как внутренняя тяжесть, душевная какая-то тяжесть. Из-за того, что какой-то вопрос, скорее всего, у вас длится долго. Все никак не решается. И лебедь выпадает. Это искренность, это любовь, это добрые известия. И действительно решение какого-то вопроса. То есть вот эта сердечная тяжесть или внутренний какой-то дискомфорт, он закончится в мае. Такая смена энергетики нас заставит измениться самих, и себя как бы изменить. Так и какие-то условия, может быть, или обстоятельства будут способствовать тому, чтобы мы забыли то, что забыли буквально, то, о чем мы думали, и то, что не имеет смысла продолжать. Мы
в течение мая месяца легче будем отказываться от чего-то, потому что все-таки особенно к концу, ближе месяца, когда Юпитер войдет, перейдет уже из вашего знака зодиака, мои дорогие тельцы, в знак близнецов, а у вас он окажется во втором доме гороскопа. Это дом денег, финансового благополучия. Вы будете большими реалистами. Вы поймете, что вот что-то я там себе надумала, и меня мучило. А теперь это, да, и что-то не сложилось. И ладно, это вообще не имеет значения. Правда? И сами, оно само как отпадет, потому что, ну, как по причине ненадобностей. Так, и хоть я с вами говорю, но я, тем не менее, слежу за тем, что я достаю. И пока я не вижу совпадений. Что бы тут нам сказали? Ладно, идем дальше. Что же неожиданности и сюрпризы мая? Я внимательно рассматриваю карты выпавшие. И не так много информации на самом деле. Я не вижу, чтобы были какие-то, знаете, кардинальные перемены, когда нас ломает или что-то вот как-то совершенно по-другому нам приходится себя перестраивать. Или, ну, какие-то обстоятельства непреодолимой силы нет. Вот это не сошлось. Есть тут несколько позиций, которые могут как предупреждение звучать. Нет, это вообще в разных проекциях, в разных плоскостях для вас, мои дорогие тельцы. Это хорошо, но, значит, вот это сердечная тяжесть. И я могу предположить, вопросы личной жизни для вас будут не на последнем месте. Ну, наверное, Венера, она сама по себе призывает вас завершить, может быть, те вопросы, которые были начаты прежде, с чем-то определиться или выстроить в какую-то более конкретную концепцию. Как? По личной жизни, так и по вопросам финансов. Давайте мы продолжим на картах Таро, а по нашему раскладу цыганскому карты ничего не подсказывают. Вот удивительно, но они сказали, что просто уходит какая-то сердечная тяжесть, и есть у вас искреннее отношение и любовь. Все, вот информации практически нет никакой. Тогда мы дополним Таро. И если мы говорим о переменах, все-таки с учетом Марса в Овне, с учетом Меркурия где-то, да, активного до 15 числа, за счет того трамплина, это соединение Урана и Юпитера в вашем знаке зодиака, ну и Венеры, когда личная жизнь тоже не на последнем плане, придется нам что-то адаптировать, организовывать, даже планетарно. Вот давайте мы узнаем, что же вам придется организовать. Или чего это будет касаться? Какие вопросы для вас наиболее актуальны? Карта ваш сигнификатор. Королева Пентаклей, которая умеет из любого хаоса создать порядок. Может быть, и вы будете как раз больше упорядочивать, организовывать свою жизнь. Но это все происходит в связи с тем, что вы хотите осуществить какой-то план. Королева Пентаклей как раз и отличается тем, что сначала в ментальности, в ее сознании есть то, что она хочет, желает воплотить в жизни. А потом у нее это получается реализовать. Понятно, желания у каждого свои, но карта уже говорит, первое, о стабильном финансовом положении. О том, что вы будете богаты на какие-то новшества или то, что вы себе задумали как новое качество жизни. Вот к чему вы готовы идти, стремиться. Вы будете постепенно, шаг за шагом осуществлять. В целом карта неспешного периода жизни, и когда нас больше радует. Почему? Все в ваших энергиях. Вы себя будете чувствовать на май месяц достаточно комфортно. Мы заявили по этому видео неожиданности, сюрпризы. И пока я никаких сюрпризов не вижу, мои дорогие, правда, я не могу в это поверить, потому что, безусловно, карта – это одно, жизнь наша, реальность. Она всегда немножко другая. Давайте еще одну карту достанем. Тут как якорь, тут все понятно для тельца. Дай бог, может быть, что-то определяется. Ну да, и новые берега. Это тоже карта со значением якоря, потому что человек, который нам показан, он повернулся спиной к прошлому. И он готов отправиться к новым берегам, он уже смотрит в горизонт. Его не интересует то, что было прежде.
Но эта сильная позиция подразумевается, он никуда не торопится, и нет спешки, и он как будто не собирается просчитаться в чем-то, наоборот, он более расчетлив. Он либо выбирает этот корабль, либо ожидает того корабля, который нам показан на карте, либо ждет какой-то другой. Вот в зависимости от карты иногда несколько кораблей прописано. То есть человек что-то хочет сделать более основательно. И это новые перспективы. У кого-то изучение чего-то нового. По этой карте нам говорят прежний период жизни, какой-то жизненный этап у вас закончился. И может быть с учетом ваших новых планов, в связи с получением каких-то известий, новыми возможностями, вам нужно будет концепцию собственной жизни уже как и пересматривать, так и адаптировать к тем, может быть, обстоятельствам, которые у вас сложились. Но обе карты, как и в вашем прочном статусе на данный момент, так и новых возможностях на последующий период. По этой карте вы можете организовать личное дело. По этой карте любое ваше начинание, оно как прогресс будет продвигаться вперед. Изучение новых наук, изучение новых языков, какие-то планы по части, все-таки у нас корабль, это один из символов Меркурия. И это может быть как «я хочу быть популярным», или работа в социуме, работа с большим объемом информации, работа в интернет, какие-то IT-технологии. Всегда, когда пространство, это еще и эфир, и поэтому вот любая концепция тоже проходит по этой карте, и кто-то может адаптироваться буквально, изучать что-то из вас. Давайте мы достанем карту следующую и зададим такой вопрос. Что будет продолжаться? Что есть смысл продолжать? Или какие перемены на пороге, какие события будущего вас в последующем ожидают? Ну вот смотрите, уже какие-то новые решения, новые желания, новые известия. Это всегда импульс, то, что мы хотим осуществить. Какие еще события будущего? Вам придется делать выбор. В будущем. Может быть, это будет конец мая месяца, когда вы получите какое-то известие. Может быть, вы его как раз в мае, вам придется что-то ожидать. Но я не могу сказать, это пустое ожидание. Телец занят своими делами. Но, видимо, в течение мая что-то у вас определится более конкретно. И вы сможете сделать какой-то выбор. И он как раз и будет означать ваш последующий прогресс. Давайте еще события будущего. Туз мечей тут, правда, то решение, которое жизнеутверждающее, судьбоносное. Это выход из лабиринта. Это завершение периода ожидания. Это когда не просто больше ясности, а когда четкость есть в чем-то. В чем-то вы сами определяетесь. Или как Вселенная для вас может открыть путь. Вот если в значении выход из лабиринта длительный период времени мог быть то застойным, то каким-то малопонятным. Или ваша где-то была зависимость от решений других людей, может быть, по тем или иным вопросам, может быть и по документам. Но как-то у вас это продвигается в мае. Вы будете видеть больше конкретики и, стало быть, больше возможностей. Давайте посмотрим совет от карт. На май месяц для тельцов. Но я уже, конечно, ничего не достаю. Карта императрицы. Это ваша энергетика, это ваша Венера. И императрица у нас всегда плодовита. И для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это известие о том, что я жду малыша, ребенка. Но есть еще другое понятие со стороны значения плодовитость. Это как плодовитость в планах, в реализации планов. Это как новое творчество, это как новое хобби, ремесло, изучение, познание. Это сильная позиция, это смена статуса. Все-таки это у нас карта власти выпадает карта как в совете. Поэтому здесь могут быть перемены, как и в личной жизни, правда. Венера от начала до конца ведет вас, мои дорогие тельцы, в очень правильном фарватере. Как-то удачно складываются события для вас в мае. Как по части денег, по части вашего труда, по части ваших планов, что немаловажно, так и согласование по недвижимости или что-то по имуществу. Либо вы будете
делать свое жилье более комфортным, либо это в личной жизни перемены, когда для кого-то предложение руки и сердца, или когда вы словно завершаете какой-то длительный, может быть, период дружбы. Вот мы говорили, да, у вас двойка жезлов, тройка жезлов, и уже теперь вы смотрите в будущее, ощущая себя действительно в другом статусе. И у вас много возможностей. Да, безусловно, потребуется где-то согласовывать те или иные вещи, может быть, внутри самого себя, самой себя. Неважно, кто меня смотрит, даже если мужчины, то по карте императрицы будет очень важно быть дипломатом. Не да, настаивать на своем, а рассмотреть другую точку зрения. Или будет очень важно со всеми договориться. Сами по себе, как гармония в душе, так и душевное благополучие, стабильность. И это в этих энергиях для вас проходит месяц, и это нужно как сохранять, так и использовать на благо самому себе, чтобы решить очень многие вопросы, именно который будет касаться смены статуса. И я так думаю, для кого-то из вас по деньгам или по вашим заработкам, возможностям, изучению, планам, а у кого-то конкретно по личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.